Однажды, через 5 миллиардов лет, наше с вами Солнце превратится в красного гиганта. Когда у него закончится водород и Солнце вступит в финальную стадию своего жизненного цикла, оно, прежде чем взорваться, хорошенько поджарит все планеты нашей системы. Очевидно, это будет колоссальным событием. Но черт возьми, это ничто по сравнению с другими более массивными красными сверхгигантами. Эти великаны в конечном итоге тоже заканчивают свой жизненный цикл и взрываются в сверхновые. Если одного из таких сверхгигантов поместить в центр нашей Солнечной системы, он поглотит орбиты Меркурия, Венеры, Земли, Марса и иногда даже Юпитера. Один из ближайших к нам супергигантов расположился в созвездии Ориона, на расстоянии 642 световых года от Земли. Это одна из 10 ярчайших звезд в ночном небе. Ее имя – Бетельгейзе. Размер этого огромного красного сверхгиганта периодически меняется. Его обычный радиус практически 620 миллионов километров, и очень часто он значительно то увеличивается, то уменьшается. Это одна из крупнейших известных звезд в галактике Млечный Путь. Причина его переменного размера и яркости состоит в том, что гигантская звезда приближается к концу своего жизненного цикла в возрасте 10 миллионов лет. Все, что сейчас поддерживает жизнь Бетельгейзе, это водород, который относительно быстро заканчивается. Наше Солнце живет сотни раз дольше лишь потому, что оно является желтым карликом. Звезды с большой массой эволюционируют гораздо быстрее, чем звезды с малой массой. Однако настолько особенным с нашей точки зрения является тот факт, что в ближайшие тысячи лет, а может быть и раньше, Бетельгейзе взорвется в великолепной сверхновой. Взрыв будет виден даже с Земли. Внутренняя область красного гиганта будет сжиматься все сильнее, пока она не станет настолько тяжелой, что звезда не сможет противостоять своей собственной гравитационной силе. И тогда она обрушится сама на себя и вызовет гигантский взрыв после первоначальной короткой вспышки. Будучи в миллиарды раз ярче, чем Солнце, с Земли взрыв может быть таким же ярким, как и Луна, и потенциально может быть видим даже днем. Светимость может длиться пару недель или даже месяцев, постепенно исчезая во тьме космоса. Поскольку расстояние до Бетельгейзе оценивается в максимальном значении 642 световых года, супергигант мог стать сверхновой в любое время, начиная с 14 века. Но какими же будут последствия для Земли? Никакими. Из-за огромного расстояния от Земли мы сможем наблюдать лишь захватывающее световое шоу, сопровождающееся сильными гравитационными волнами. В этот момент детекторы гравитационных волн НАСА будут пищать не умолкая. Правое плечо Ориона на какое-то время исчезнет, а через несколько столетий на его месте появится туманность. Если после просмотра этого видеоролика у вас возникло желание подписаться, не отказывайтесь себе в этом. Ну на этом все. До следующих выпусков. Пока.